Приветствую всех на своем канале, с вами Петял, и сегодня у меня будет обзор на клавиатуру Rantapad MXX. Заказывал я эту клавиатуру на Алиэкспрессе 11.11 во время всемирной распродажи, и покупал я ее за 2800 рублей. Моя клавиатура на черных гатеронах, но у продавца также был выбор между синими, красными и черными гатеронами, и также между красными и синими черри. Приехала клавиатура достаточно быстро. Приехала она в вот такой вот коробке. Естественно, сверху была упаковка. И коробка приехала, в достаточно плохом состоянии. Она пошарпанная. Вот тут вот у нее вмятина. Мне, в принципе, пофиг на коробки. И как-то я даже на нее не обратил внимания. Главное, чтобы клавиатура работала. Но с этим есть один минус. Сверху на коробке выгравирована сама клавиатура. Есть две голографические наклейки с переключателем и также с надписью MXX. В принципе, коробка в таком минималистичном, я бы сказал, стиле. Сзади нарисована, опять же, Rantapad, но уже не гравировкой. И написано вообще на разных языках, что эта клавиатура из себя представляет. Открыв коробку, нас встречает сам Rantapad и еще одна коробка. В этой коробке лежит кабель для этой клавиатуры. И, в принципе, кабель сделан очень добротно. Он длинный, толстый, в оплетке. Он точно не перетрется, и к нему реально нету никаких претензий. Дальше под Rantapad на дне клавиатуры находится макулатура. На одной из бумажек написано, как пользоваться, в принципе, кнопкой FN и как настраивать подсветку. И также там лежит вот такой вот пуллер для вытаскивания кейкапов, соответственно. В принципе, пуллер самый обычный, за 40 рублей с того же Алиэкспресса, и в принципе, все. Вот, в принципе, такая комплектация у этой клавиатуры. Самое первое, что бросается в глаза при осмотре этой клавиатуры, то, что у этой клавиатуры нету намблока. И также то, что это скелетон. Верхняя часть клавиатуры выполнена типа под металл. Она глянцевая, да еще и текстурированная. Также у этой клавиатуры есть выбор между черной, красной, синей и белой расцветкой, но мне больше понравилась белая, да и в принципе она под мой сетап подходит как-то более лучше, чем все остальные. По бокам на клавиатуре у нас встречаются шильдики Rantapad. На нижней части клавиатуры видно 3 резинки, чтобы клавиатура не скользила, наклейку и коннектор. Кейкапы на этой клавиатуре выполнены из ABS пластик. В принципе, к самому пластику претензий особых таких-то и нету. Единственное, что мне не понравилось, так это то, что если вы будете использовать не вот такой вот прозрачный, а черный пуллер, то дно кейкапа будет начинать окрашиваться. Выглядит это, естественно, не очень. Также еще не могу не отметить то, что на кейкапе F11 принт сделан как-то очень странно. В принципе, на всей клавиатуре это только единственный вот такой вот, я бы сказал, небольшой брак. Ну, да, конечно, обидно, но все же. Далее, как я говорил ранее, это клавиатура на черных гатеронах. К ним, в принципе, претензий никаких нету, кроме того, что клавиатура ко мне приехала со сломанным свитчом. Да, то есть как бы я при первом осмотре начал ее проверять, начал печатать, и оказалось то, что у меня просто не работает пробел. Я такой, типа, может, я не так как-то подключил коннектор, что-то там не так сделал. Но в итоге нет, это просто приехал сломанный свитч. В итоге я в этот же день открыл спор с продавцом. В итоге он мне вернул $10, и я перепаял на этой клавиатуре свитч. Теперь у меня на пробеле стоит не черный гатерон, а кликающий синий каил. По-моему, нормально. Ну а если серьезно, то в принципе к самим свитчам нету никаких претензий. Тайпинг вы услышите прямо сейчас. А вот что уже касаемо стабилизаторов, то это крайне неоднозначная вещь. Например, на том же пробеле, еще не нажимая, пробел начинает весь дребезжать. И в принципе все стабилизаторы работают как-то так. В общем-то это минус. Далее поговорим о подсветке. Да, конечно, у нее есть всякие различные режимы. Это волна, статический, там при нажатии волна, все такое есть. Но подсветка неравномерная. Например, на таких кейкапах, как Caps Lock, Shift, там... Ну, в общем, те, у которых целое слово, а не один символ, то они подсвечиваются неравномерно, по бокам у них нету подсветки.
Это, в принципе, можно отнести к минусу, но так как мне, в принципе, на подсветку-то и пофиг, то лично мне это как-то и не особо-то и минус. В общем-то, что по поводу этой клавиатуры я могу сказать? В принципе, за 2800 это очень даже годная клавиатура. Например, можно на том же Алиэкспрессе взять какой-нибудь мотоспид за эту же цену, и будет она в разы хуже. У нее будут отвратные свечи, отвратные кейкапы, да и в принципе пластик будет отвратный. Покупать эту клавиатуру или не покупать, это только на ваше усмотрение. Лично я после Посейдона на синих Каилах очень доволен этой клавиатурой. И в принципе, как я уже говорил, покупайте на свое усмотрение. Мне она понравилась. Всем спасибо за просмотр, ставьте лайки и всем пока.